Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф. Наводнения, штормы, извержения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах. Давайте посмотрим, что произошло за последний день. Сильная песчаная буря обрушилась в субботу на город Хенераль-Вильегас в провинции Буэнос-Айрес. Стихия застала жителей врасплох, резко снизив видимость и создав хаос на дорогах. Буря была вызвана сильными порывами ветра, которые подняли в воздух огромное количество пыли и песка с прилегающих сельскохозяйственных полей. По сообщениям местных жителей и данным метеослужб, видимость на пике бури за считанные минуты упала практически до нуля. Водители массово останавливались на обочинах дорог, пережидая бурю. Подобные явления, известные также как хабуб, возникают при сильном ветре в засушливых регионах. К счастью, сообщений о пострадавших или значительном материальном ущербе в результате песчаной бури не поступало. Страшная трагедия произошла в южной части Демократической Республики Конго. В результате масштабного обвала породы на неофициальной золотой шахте Молонда-Луалаба близ города Кольвези погибли по меньшей мере 101 человек. Обвал произошел в субботу утром. Первоначально власти сообщали о 32 жертвах, но по мере продолжения спасательных работ число погибших значительно возросло. По данным местных СМИ и властей провинции Луалаба, число жертв может увеличиться, поскольку многие люди до сих пор остаются под завалами. Среди погибших много переселенцев, искавшие работу в горнодобывающем секторе. Доступ в шахту официально запрещен из-за высокого риска обрушений. Однако старатели проигнорировали запрет и незаконно проникли на опасный объект. Регион регулярно сталкивается с подобными трагедиями. Нестабильные грунты, нерегулируемая добыча и отсутствие должных мер безопасности создают постоянные риски. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Мощный атмосферный шторм обрушился на Калифорнию. Вызванная атмосферной рекой стихия принесла в регион проливные дожди, снегопады, оползни и транспортный хаос по всему штату. Сильные дожди, местами достигавшие 200 мм и более, привели к наводнениям по всей Калифорнии. Затоплены улицы в Санта-Барбаре, Голете, Монтесито и Карпинтерии. Закрыты ключевые участки шоссе и мост. В районе Лос-Анджелеса подтопления и камнепады нарушили движение на магистралях в Эль-Табене, Пасифик Палисейдс, Малибу-Каньон, Лонг-Бич и Санта-Кларите. Подтопления затронули также округ Вентура, где выпало до 180 мм осадков. Непогода привела к трагическим последствиям. По меньшей мере 6 человек погибли в результате наводнений и штормового прибоя. На побережье в районе государственного парка Гарапата волна высотой около 6 метров унесла в океан 5-летнюю девочку. Ее отец погиб, пытаясь спасти ребенка. В округе Саттер 71-летний мужчина погиб, когда его автомобиль смыло потоком воды с затопленного моста. У берегов Южной Калифорнии штормовой прибой опрокинул деревянное судно. В результате трагедии погибли 4 человека, еще 4 были госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и избегать прибрежные зоны. В условиях сильнейшего шторма, бушующего в Мурманской области, в губе Ладейной, близ поселка Тереберка, 2 маломерных судна «Сарган» и «Надежда» сорвались со своих причалов. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, оба судна в момент инцидента были без пассажиров. Судно «Сарган» опрокинуто штормом и получило значительные повреждения, в результате чего оказалось подтоплено у причала. Судно «Надежда» полностью открепилось от места стоянки и было унесено морской стихией в неизвестном направлении. В настоящее время его местонахождение устанавливается. Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.
В Тарбагатайском районе Республики Бурятия произошел прорыв временной дамбы, возведенной в ходе строительства пешеходного моста. Временное гидротехническое сооружение, предназначенное для изоляции зоны строительства опор моста, не выдержало напора воды. В результате инцидента мощный поток воды устремился в сторону расположенного поблизости села Десятниково. В районе села была объявлена чрезвычайная ситуация и началась оперативная эвакуация жителей из потенциально опасных зон. На место происшествия стянуты силы МЧС, спасатели и тяжелая техника для проведения работ по укреплению берегов, отводу воды и минимизации ущерба. Информация о пострадавших пока не поступала. На вулкане Фуэго в Гватемале наблюдается практически непрерывная взрывная активность с выбросами вулканического пепла. По данным вулканологов, столб вулканического пепла поднялся на высоту около 4300 метров над уровнем моря. Шлейф протянулся в юго-восточном и северо-западном направлениях. Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в районе вулкана, по склонам наблюдался сход лохаров по руслам рек Сека, Минераль и Танилуя, притокам реки Панталеон. Существует вероятность усиления этих потоков при продолжении осадков. Вулкан Фуэго является одним из самых активных и опасных вулканов Центральной Америки. Его извержение продолжается с 2002 года. Он находится под постоянным наблюдением, и власти регулярно выпускают предупреждения для жителей и авиации. Доступ к кратеру Фуэго и к некоторым зонам вокруг него запрещен из соображений безопасности. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. За последние несколько дней на территории Беларуси прошел первый относительно сильный снегопад в этом осенне-зимнем сезоне. Жители различных регионов страны смогли наблюдать за первыми снежинками, а некоторые районы даже укрылись белым покрывалом. Согласно данным официальных метеонаблюдений, снег наблюдался в Витебске, Верхнедвинске и Браславе, а также в районе города Крупки Минской области и в Кричеве Могилевской области. ГАИ предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий и необходимости соблюдать осторожность. Природа устроила необычное зрелище. В небольшой ирландской деревушке сильный шторм выбросил на берег огромное количество морской пены, которая буквально накрыла все побережье населенного пункта, окутав дома и улицы. Образование такого количества пены происходит, когда штормовые волны интенсивно взбалтывают морскую воду, насыщенную органическими веществами, такими как водоросли, соли и белки. Сильный ветер действует как гигантский миксер, выбрасывая затем образовавшуюся пену на берег. Жители деревни, которые прожили здесь всю свою жизнь, заявляют, что не видели ничего подобного на протяжении последних 50 лет. Хотя инцидент носил зрелищный характер и не привел к серьезным разрушениям, он стал ярким напоминанием о мощи морской стихии. Экстренные службы Ирландии продолжают мониторинг погодной ситуации в прибрежных районах. Шторм Клаудия обрушился на испанскую провинцию Кордова, принеся с собой проливные дожди, которые за 24 часа превысили отметку 70 мм. Это привело к многочисленным масштабным затоплениям и транспортному хаосу на дорогах. В самой Кордове ситуация остается критической. Ключевые магистрали в большинстве районов ушли под воду. Движение транспорта оказалось парализовано многочасовыми пробками. Шторм затронул и другие муниципалитеты. Оранжевый уровень опасности был введен в Посадасе, Орночуэлосе, Эспиеле, Пальма-дель-Рио и Альмодоваре-дель-Рио, который принял на себя основной удар стихии. В связи с ураганным ветром и непрекращающимся дождем, городской совет Кордовы принял решение закрыть все парки и сады города для посетителей из соображений безопасности. Службы гражданской обороны и экстренные службы были мобилизованы по всей провинции. К счастью, сообщение о погибших не поступало, однако стихия нанесла значительный материальный ущерб инфраструктуре, городской и частной собственности. Отойдите, там никто не было, да?
Массовое ДТП произошло на платной трассе Юэлам в районе Лыткарино. Столкнулись два самосвала, бетономешалка, такси и несколько легковых автомобилей. Причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий, а также несоблюдение скоростного режима водителями согласно сложившейся дорожной обстановке. Первое ДТП произошло с того, что грузовик столкнулся с бетономешалкой, которая уже до этого попала в аварию с легковым автомобилем. Затем с ними столкнулись другие автомобили. В результате аварии водитель грузовика оказался заблокирован в кабине. Небольшой город Нуэво-Лиман, расположенный в провинции Санта-Фе на востоке Аргентины, подвергся удару сильного шторма с аномально крупным градом. По сообщениям местных жителей, размер градин в отдельных случаях достигал от 7 до 10 сантиметров. Ледяные шары буквально засыпали улицы города, повредили крыши домов, автомобили и сельскохозяйственные угодья в прилегающих районах. К счастью, сообщений о погибших в результате града не поступало, однако местные власти призывают жителей быть готовыми к возможным дальнейшим неблагоприятным погодным явлениям, так как сезон штормов в Аргентине продолжается. В деревне Ситукунг, районе Панданарум, округа Банджар-Негара, провинции Центральная Ява, сошел крупный оползень, вызванный продолжительными ливнями. Масса грунта и камней объемом в 1000 кубометров обрушилась на поля и прилегающие территории, заставив сотни жителей покинуть дома. По данным Агентства по национальным катастрофам, было эвакуировано не менее 179 человек. Жертв пока не зафиксировано. Спасательные работы продолжаются. Этот оползень произошел на фоне серии других стихийных бедствий, вызванных проливными дождями в регионе. Всему несколькими днями ранее в округе Чилакап, который также находится в провинции Центральная Ява, произошел еще один крупный оползень. В ходе поисково-спасательных работ, которые продолжались 4 дня, спасатели обнаружили 13 пострадавших, однако еще 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и службы экстренной помощи мобилизованы по всему региону. Власти предупреждают жителей о сохраняющемся высоком риске схода оползней в сезон дождей, который продлится до марта. Сильная гроза, сопровождавшаяся интенсивным градом, обрушилась вчера днем на священный город Медина в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что град шел непродолжительное время, его размеры и количество были значительными. На дорогах местами даже образовались ледяные завалы. Стихия сопровождалась сильным ливнем и порывистым ветром, в результате чего произошли подтопления и перебои в электроснабжении. Службы гражданской обороны Медины были приведены в режим повышенной готовности. Хотя сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, град нанес значительный материальный ущерб. В основном пострадали автомобили и сельскохозяйственные угодья. Это погодное явление стало частью более широкого атмосферного фронта, который в последние дни затронул и другие западные провинции Саудовской Аравии, где также наблюдались наводнения и штормы. Китай завершил реализацию амбициозного проекта по созданию огромного зеленого защитного пояса вокруг пустыни Такла-Макан. Пояс протяженностью около 3000 километров призван сдержать продвижение песков и защитить прилегающие сельскохозяйственные земли и населенные пункты. Пустыня Такла-Макан, расположенная в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, является крупнейшей в Китае и второй по величине дрейфующей с преобладанием зыбучих песков пустыни в мире. Ее постоянно смещающиеся пески на протяжении десятилетий создавали серьезные проблемы для экологии региона и жизни людей. Проект по созданию зеленого пояса – это часть более широкой государственной инициативы по борьбе с опустыниванием. Посадка миллионов деревьев и кустарников вдоль края пустыни направлена на стабилизацию почвы и снижение скорости ветра, переносящего песок. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.